Всех приветствую, всем здравствуйте. Мы вернулись домой, отдохнувшие, загоревшие, зарядившиеся положительными эмоциями. Отдых принес много радостных впечатлений и событий. Одним из радостных событий этого отдыха была встреча с Леной, канал Вязалки-провинциалки. Те, кто подписан на меня и на Лену, уже видели на канале Лены нашу встречу, которая состоялась в стране Абхазия, в городе Сухом. Когда я открывала свой канал, одним из моих желаний было общение с людьми, которые любят вязание так же, как и я. И благодаря YouTube у меня появились новые знакомые, новые подружки. Общение, как всегда, сначала начинается в комментариях, а затем оно становится более тесным, и уже общение переходит в какой-то мессенджер. География общения с моими подружками очень обширная. Мои подружки находятся не только в России, но и в других странах. И всегда возникает желание вот бы встретиться, посидеть, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза. Но насколько возможно, насколько это возможно? Это как в лотерею выиграть один шанс на 1000. Вот такой шанс выдался нам с Леной. У меня есть единственная вязальная подружка, с которой мы встречались. Это Наташа Смородина. Мы с ней живем в одном городе. И раз в год мы стараемся с ней встретиться. А вот все остальные подружки живут от меня очень далеко. Или я от них живу очень далеко. И вероятность встречи, конечно, очень и очень мала, но всегда в душе есть такая, знаете, надежда, что все-таки когда-нибудь, где-нибудь, возможно, наши пути пересекутся, и мы сможем увидеться вживую. В одном из видео Лены весной я услышала, что она собирается на море. Я ее спросила, не в Абхазию ли они собираются. На тот момент у меня уже было забронировано жилье. Лена написала, что да. И так совпало, что наши даты пересекались. Мы договорились, что мы обязательно встретимся. И мы встретились. Я немножко волновалась перед встречей с Леной, так же, как и Лена. Я вам ставлю видео, как мы ее встречали. Мы гуляли в Сухуме. Мне хотелось не только встретиться с Леной, пообщаться, но и показать немножечко город Сухум. Ну вот сейчас несколько кадров с нашей встречи вы увидите. Всем привет! У нас сегодня встреча с Леной, канал Вязалки-провинциалки. Мы ждем ее у ботанического сада, а затем все вместе отправимся в обезьяний питомник и погулять по Сухому. Леночка, помаши ручкой. Мы с Леной сегодня гуляем целый день в Сухуме. Она сегодня приехала сюда со своей семьей. У нас была программа небольшая. Мы очень рады, что мы встретились и гуляем по шикарной набережной в Абхазии вместе с Танюшей. Мы замечательно провели время, общались с Леной, с ее дочкой, внуками. И ни на минуту у меня не возникло каких-то впечатлений, что этот человек мне не знаком. У меня были ощущения, что я встречаю человека, которого знаю много-много лет. Лена мне сделала подарок, сказав, что тебе подарок от хозяйки Медной горы. Лена живет на Урале. И вообще, на самом деле, когда я была маленькая, в детстве одним из моих любимых мультфильмов был мультфильм «Хозяйка Медной горы». Я вообще очень люблю сказки Бажова, любила в детстве, очень их читала много и
смотрела мультфильмы всегда с большим интересом. Это вот такая шкатулка. Это камень натуральный, змеевик. Шкатулка под золото-бриллианты будет использоваться. Такая шкатулочка. А дочь Лены подарила мне такую вот косметику. Это корейская косметика. Я пользуюсь корейской косметикой, но именно этой фирмы нет. Впервые знакомлюсь. Здесь пробники, шампунь, кондиционер, гель для душа и маска для лица. Вот такие приятные подарки я получила от Лены. И, конечно, эта встреча наполнила просто меня радостными эмоциями. Это вообще замечательно. Я надеюсь, что когда-нибудь, где-нибудь наши пути пересекутся, и мы сможем увидеться вновь. А сейчас о вязании. Те, кто смотрит меня постоянно, те знают, что я брала с собой несколько моточков пряжи, именно потому, что мы отправлялись в путь на машине. И я знала, что во время дороги у меня будет возможность повязать. Мы не часто менялись с мужем. То есть я не так много времени провела за рулем. Мы делали остановки не только для того, чтобы передохнуть, но делали также остановки на ночлег. И в прямом направлении, и в обратном. Мы и дорогу рассчитывали согласно этому. Значит, когда мы ехали туда, я начала вязать голубой свой процесс, и у меня как-то все время путались мысли. То это будет кардиган, или это будет кофточка какая-то, или это будет джемпер, туника. Я никак не могла определиться, что это будет, и связав определенное количество, я этот процесс отложила. Вообще, больше всего на отдыхе я вязала мотивы к скатерти. И я сейчас вам это все покажу. И еще, когда мы ехали в Абхазию, когда с голубым процессом, да, стали такие вот непонятки, ну, не может сложиться картинка и все, я решила начать вязать салфетку. И я ее закончила. Вот такая салфетка. До сих пор я ее еще не постирала и не погладила. То есть вот только постирала и спрятала кончики. Я говорила, что хочу связать такие сервировочные салфеточки. Это остатки пряжи. Пряжа Lama Classic. У меня связана юбка из такой пряжи. Не одна. Так, нет, одна. Одна юбка у меня связана такого джинсового цвета. Дочке я вязала. Из белого, не помню, что... из белого цвета я маечку вязала. И вот остались у меня и полные моточки. Я решила их использовать вот таким образом. Это по диагонали вот такая голубая полосочка. Это у меня готовая работа за мой отпуск. Так, голубой процесс у меня связана спинка. Под конец отдыха я определила, что это будет. И связала. Сейчас на данный момент у меня связана спинка. Мне вообще хотелось связать что-то какой-то сеточкой. Потому что сетка, она уже несколько лет популярна. Она прекрасно смотрится не только в летних изделиях, но и в изделиях из более теплой пряжи. И мне хотелось такую какую-то интересную выбрать сетку. Это вязание крючком. Вот такой узор. Спинка у меня готова. Что это будет, скоро узнаете. Я надеюсь. Ну, по крайней мере, сейчас я активно вяжу это изделие. Мне хочется его закончить. Я когда себе по весне связала эффектную кофточку крючком сиреневого цвета, вот такие вещи очень хорошо носибельные и весной, и осенью, когда еще тепло. Замечательно. И я решила, что что-то подобное мне необходимо. И, значит, я активно вязала мотивы к скатерти. Где у меня лицевая сторона? Вот она. Так, я белая и скатерть белая. Сейчас, одну минуту. Вот сейчас я вам покажу на темном фоне, как выглядит
эти мотивы. Вот это один мотив. Он не маленький. Ну вот если моя ладонь, видите, с мою ладонь. И вот так выглядят уже мотивы соединенные. Я сначала связала 3 мотива в длину и соединила ленту. Ну, думаю, сначала буду вязать несколько мотивов, соединяя. Но мне захотелось посмотреть, как эти мотивы будут соединяться уже дальше, вот здесь, в этой вот части. Что получается, мне нравится. На сегодняшний момент у меня связано 7 мотивов. У меня было 300, по-моему, граммов я покупала. Я перемотала вот одну таблетку и вторую таблетку. Она была поменьше, вот я ее все извязала. Пряжа милифили йо-йо. Вот 680 метров 100 граммов. Вот видите, вот эта нитка, везде они вылезают. Она оправдывает свое название. Это пряжа на все 100. Ниточка тонкая. У нее даже какой-то такой есть стрейч-эффект. Ну, как бы вот для скатерти вообще, мне кажется, замечательно подходит. И на отдыхе я большую часть времени как раз вязала. Когда мы были на пляже или вечером. Но вечером освещение в номере было не ярким. Глаза я свои не портила, да и спать мы ложились рано. И вставали рано, поэтому, как бы, в принципе, за один день мотив и у меня получалось связать. Не всегда, потому что мы не только были на море, но мы и в поездки ездили. Так что после ВТО это все еще разровняется, разгладится. Мне очень нравится. Я вообще люблю вещи интерьерные, связанные мотивами. Не знаю почему, но мне очень нравится. Поэтому и для скатерти, это вообще моя первая скатерть, и для скатерти я тоже выбрала мотивы. Кстати, поделилась со мной схемой тоже Лена. Она меня и заразила на вязание скатерти. Вот так продвигалось мое вязание в отпуске. Вообще я старалась придерживаться такого принципа вязания. Если есть возможность и желание, значит надо вязать. Если нет, значит нет. Конечно же, есть новые планы, новые идеи. Ведь, как говорят, готовь сани летом, а телегу зимой. Совсем не за горами новый теплый сезон. А это значит, нужно воплощать новые идеи и пробовать новые пряжи. Да, это я говорю про себя. Потому что новая эта пряжа у меня есть. И идеи, конечно же, тоже новые есть. И обо всем мы с вами обязательно поговорим в моих следующих видео. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.